Здравствуйте, с вами Городовой Данил, вы на канале Золотой Стандарт. За последний год на драгметаллах заработал 48%, на недвижимости более 100%. Торгую фьючерсами на доллар-рубль. В этом видео мы с вами разберем, почему курс доллара сегодня взлетел и возможен ли дальнейший обвал рубля в ближайшее время. Что сейчас происходит с рублем и как на это повлияли недавние митинги в Казахстане. Почему подтвердился приведенный мной прошлый прогноз по движению рубля и какой следующий. Можете в подтверждении посмотреть видео по ссылке. Также разберем прогноз движения курса доллара-рубля на 2022 год по техническому анализу. Начинаем. Несмотря на то, что нефть сейчас укрепляется, в том числе после митингов в Казахстане, наблюдается раскорреляция между курсом доллара к рублю и нефтью. Рубль стал ослабевать, а значит политические риски стали превалировать. Поэтому важно понимать, почему все так произошло и какие дальнейшие варианты развития событий из-за этого для курса доллара. В Казахстане пятый день продолжаются массовые протесты и беспорядки. Все началось с несанкционированных акций 2 января. Из-за того, что 1 января расценки на газовое топливо для автомобилей взлетели с 60 тенге за литр до 120. Несмотря на то, что цены на газ в Казахстане одни из самых дешевых в СНГ. Протесты стабильно происходили каждый год в январские праздники с 2019 года. Как раз в это время планово поднимают цены на газ. В этот раз акции переросли в погромы, беспорядки с захватом аэропорта, банков, штурмов администрации города Алматы. Власти, осознавая всю потенциальную опасность ситуации и последствия срыва добычи и поставок углеводородов на экспорт, создали специальную комиссию и быстро пошли на уступки. Первое предложение уже поступило – установить цену на газ в размере 80 тенге, но протестующие стали выдвигать уже политические требования, и уличные беспорядки усилились. В городах стали происходить мародерства. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Президент республики Такаев отправил правительство в отставку, возложив на него вину за нарушение экономической ситуации. Теперь президент Казахстана Такаев заявил, что с 5 января он возглавил Совет безопасности страны. А до этого, с 1991 года, эту должность занимал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Получив всю полноту власти, текущий президент намерен действовать максимально жестко и не покидать столицу Казахстана. Он пообещал, что в скором времени выступит с новым предложением по политической трансформации страны. Это результат внутриклановых разборок в Казахстане, представителей так называемых джузов и внутренних проблем. Младший западный джуз, который граничит с Россией, является сосредоточением основных заводов и производит львиную долю ВВП в стране, которая в большей степени получает доходы из-за налоговых поступлений от продажи газа. А вот зарплаты в этом регионе меньше, и их элита не допускается до управления страной. Также большая часть доходов от сырьевых ресурсов, которые добываются, поступают в Китай, Британии, России и другим странам. Оказывается, двоевластие и внутриполитические игры в стране из-за полного транзита власти от первого президента Назарбаева к новому Такаеву. По словам спецслужб Казахстана, прослеживаются следы британских спецслужб. И действительно, события разворачиваются стремительно и выглядят хорошо, организованно и спланированно. В общем, можно сказать, рвется там, где тонко, или рвут там, где тонко. На данный момент по просьбе президента Казахстана Такаева ОДКБ направила в Казахстан миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в стране, сообщил в четверг секретариат ОДКБ. Так как же это влияет конкретно на нас и рубль, спросите вы? После прекращения работы заводов и увеличения нестабильности в стране, цены на нефть марки Brent пошли вверх. Несмотря на это, рубль ослаб, так как взаимозависимость экономик России и Казахстана огромна. Мы вместе с Белоруссией и Казахстаном входим в Евразийский экономический таможенный союз. Практически весь газ Казахстана необработанный поставляется на заводы России в Оренбург. У нас различные связи в сфере космоса. Россия, например, арендует на Байконуре 11 миллионов гектар у Казахстана. А также огромная протяженность наших с Казахстаном границ создает опасность дестабилизации ситуации уже в России. Вообще, внешнеполитическая ситуация вокруг России становится все более напряженной, а следовательно и вопрос санкционных и военных рисков увеличивается, что негативно может сказываться на рубле. Буквально немного еще о глобальной ситуации. Это важно для понимания общей картины происходящего
И перейдем к прогнозам. Впереди много интересного. Кроме долгосрочного прогноза курса рубля, вы узнаете, стоит ли инвестировать в доллар на долгосрочной основе и какие есть альтернативы. Почему все так произошло в Казахстане и какой политико-экономический расклад сил сейчас, который прямым образом будет влиять на курс доллара? Ситуация на границе Беларуси с Польшей меньшая из бед. Сейчас будет решаться вопрос Украины и предоставление гарантий безопасности для России. На встрече Путина с Байденом 10 января в Женеве. 12 января пройдут переговоры в Совете Россия-НАТО и 13 января встреча с ОБСЕ. Возможно, дестабилизация ситуации в Казахстане будет использоваться как усиление позиции США в переговорах с Россией. Дело в том, что у США, как ни странно, сейчас очень плачевная экономическая ситуация, которую не удается решить. Посмотрите разбор видео у меня на канале про гиперинфляцию, щелкнув на подсказку вверху. Они уже не все могут самостоятельно решать и заявили, что воевать за Украину не будут. Максимум введут санкции, то есть вопрос цены. Россия же назвала неприемлемым текущее положение на Украине и Донбассе, так как НАТО через полгода будет проводить заседание, на котором будет решаться вопрос вступления Грузии и Украины в НАТО. А если они разместят там свои ракеты, это катастрофа для военной безопасности России. США запросили предложение от России, выполнить которые Россия не будет решать вопрос с Украиной силовым путем. В этих предложениях есть условия убрать ядерные ракеты и войска со всей Европы. Это не меню, то есть все пункты должны быть выполнены. Путин на пресс-конференции заявил, что они должны дать гарантии безопасности для России и немедленно. То есть вариант с затягиванием переговоров не пройдет. Теперь самое интересное. Два варианта развития событий после 10 января. Первый. Быстрый и печальный для рубля сразу, если США не договорится с Россией. Россия вводит войска на Украину, после чего сразу следуют санкции и рубль обваливается. И второй, со строчкой. Если США выполнит требования России, что маловероятно. Тогда ждем развития ситуации с мировым экономическим кризисом, который может произойти очень быстро. А когда точно это может произойти, я вам покажу на примере конкретных графиков в следующем видео. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Из-за высокой инфляции в России высока вероятность, что ЦБ на очередном заседании поднимет ключевую ставку. Многие эксперты считают, что снова сразу на целый процент. Думаю, это лишь ненадолго поддержит рубль в ущерб экономике страны. А надеяться на позитивное влияние от роста цен на энергоресурсы не приходится, так как влияние внешнеполитических угроз их перекрывает. Теперь переходим к теханализу. Посмотрим, какие прогнозы по теханализу сбылись и почему. Отработал прогноз по волнам Вульфа. Практически в 40% он отрабатывает. Прогноз еще одного трейдера о росте курса доллара до 144 за рубль пока не сбылся, но я для вас его подробно проанализировал. И сейчас у нас похожие взгляды, но есть существенные отличия, о которых дальше. А теперь я для вас простыми словами сделаю разбор моего прогноза курса доллара на 2022 год по волновому анализу Эллиота и даже на ближайший январь. Волновой анализ применяют практически все профессиональные инвестиционные фонды. Для понимания, волновой анализ дает довольно высокий процент сбывшихся прогнозов. Один из основных его принципов – это покупать актив только когда бычий рынок, так как вариаций коррекции значительно больше. Опять же, не является прямой инвестиционной рекомендацией. Понимание фундаментального технического анализа не является стопроцентной гарантией. Это работа с вероятностями. Вы должны это понимать. И понимать, что все риски при принятии решений берете на себя. А теперь непосредственно к разбору. Итак, дорогие друзья, здесь перед вами график курс доллара, соотношение доллара к российскому рублю, таймфрейм неделька, то есть каждая свеча это неделя. С 95 года по текущий момент, с 95 по 2007 у нас государственность, можно сказать, экономическая формировалась, различные кризисы 98 и так далее. Вот, отсюда мы берем уже более вырисовывается картина понятная. Поэтому первая, вторая, третья, четвертая волны. Сейчас мы с вами узнаем, какие варианты события, дальнейшие два варианта. Дальше мы узнаем, как повлияли события в Казахстане.
Вот, посмотрим. Сейчас у нас идет, по всей вероятности, пятая волна. Вот, пятая волна. Значит, после этого у нас какие варианты дальнейших событий? Это либо вот таким вот образом отсюда еще будет движение вниз, то есть WX, Y и потом вверх. Либо следующий вариант, сценарий, который сейчас рассматриваем, это движение вверх. То есть у нас более младшие волны 1, 2, 3 и 4 прошли. Значит, давайте разберемся, куда дальше будет двигаться. Сейчас первая волна у нас прошла с 9 года, точнее вторая волна прошла с 9 года по 11, 2 года, и здесь третья и четвертая тоже 2 года, 16 по 18. А вот третья волна шла у нас, получается, с 11 по 16, 5 лет. Можем предположить, что здесь тоже возможно, хотя тоже не факт здесь. Так, значит, сколько у нас будет движения? По Фибоначчи смотрим, какое движение по числам Фибоначчи будем рассматривать. Третья волна, видите, у нас прошла чуть больше 4236 Фибоначчи. Вот. И немного ее пересекла. Что сейчас будет у нас дальше происходить? Пятая волна, она обычно в таких больших волнах удлиненная является, поэтому мы смотрим, и она 1,618 это минимум Фибоначчи, а то и 2,618, 4,236. Вот посмотрим, рисуем сетку. Первая, третья волна, пятая волна, сумма является первой и третьей волны. Вот и смотрим, сколько у нас будет примерно, какой примерный прогноз цены. Здесь мы видим, что у нас 1,618 это 157 рублей. Здесь 221, 282 и 321. То есть движение, возможно, у нас будет как в 98, как в Турции, и аналогичные тоже исторические ситуации. Давайте теперь более приблизим конкретные ситуации, что у нас в Казахстане произошло, как это повлияло. Вот здесь как раз таки прогноз по волнам Вульфа делали. Цена, на дневной таймфрейм переходим. Цена у нас как раз таки вот поднялась до уровня 75 практически. Вот, как после понижения процентной ставки она опустилась Центробанком. И вот до 75, как и прогноз был, она поднялась. То есть цель выполнена. Сейчас у нас пробитие трендовой линии идет. Ретест. Возможно, дальше вверх пойдет. Но также сценарий остается вниз. То есть WXY. Либо сразу же вверх мы рассматриваем. Итого, если вот эту линию пробивает 85-82, то мы здесь уже понимаем, что весьма вероятно будет движение. Если у нас вот здесь подтверждается 1, 2, 3, 4, то смотрим куда дальше. Здесь у нас конечная диагональ по всей вероятности А, Б, С, Д и Е. Е усеченная, то есть она может идти как, сейчас покажу. Она у нас может идти как вот таким вот образом. А, Б, С, Д и Е может вот так усеченная, может отбиться и может немного зайти, а потом идет вверх. Вот таким образом. Посмотрим. В любом случае здесь довольно-таки большая консолидация, то есть очень долгое время цена в одном уровне держится. Тем более у нас политико-экономическая ситуация очень интересная во всем мире, и вы видите, что происходит сейчас. Какие договоренности Путина к Муди ездит, и к Си, и Байден постоянно звонит, с Путиным общается и встречается, и вот 10-го буквально будет встреча. После этого будет кардинальное решение и понимание, что у нас будет происходить. Но давайте посмотрим по FIBA. Если это первая, третья идет, то куда у нас дальше будет идти цена, соотношение курса доллар-рубль.
Что мы видим? Так как это пятая, она по всей вероятности будет удлиненной, то есть минимум 1,618 это 105 рублей, 2,618 у нас получается 132 рубля. Так, подождите, здесь у нас немного мы подправим. Так, здесь у нас получается... Так, извиняюсь, здесь окончание у нас вот получается окончание четвертой. Если все так же по прогнозу идет, посмотрим, будем, возможно, каждую неделю буду проводить прогнозы, если будет интересно. Напишите, кстати, если интересно вам. Вот, 1,618, 116, 2,618, 144 рубля. Вот как раз таки, как другим абсолютно методом делал трейдер тоже прогноз, но, как ни странно, вот видите, совпадает. Вот. И также возможны 171 и 188. Дальнейшее движение можно отслеживать, следить. Вот эта зона, объем очень важны для нас. А дальше уже посмотрим, как цена будет себя вести. Возможно, очень много различных сценариев. Вот. Очень много различных сценариев. Так что же, срочно переводить рубли в доллары? Просто внимательно посмотрите на график и таблицу. Покупательская способность доллара также уменьшается при триллионах напечатанных долларов. А с текущей экономической ситуацией в США стоит хорошо подумать. Может, стоит посмотреть туда, куда пока обычные люди и инвестора не смотрят, а только профессиональные инвестфонды. Золото при обвале рынков показывает хороший рост. Так что расслабьтесь и накапливайте золото. Это динамика цен на золото в процентах за год в разных валютах. В большинстве годов цена на золото, например, в долларах растет. С 2006 года 5 лет минус и 11 лет в плюс. Также падение на золото незначительное в процентах за 3 года. То есть будет ли рост в 2022 году на 100%, никто не скажет. А вот тенденция к росту за последние 15 лет здесь обозначена. Следовательно, вероятность роста в 2022 году также высокая. Можно сделать вывод, что если инвестировать на 10-15 лет, не особо разбираясь в экономике, то весьма выгодно получается. А в бычьи рынки золото показывает просто невообразимый рост. Посмотрите видео, почему рост золота ускорится как в 70-х годах, когда инвестиции принесли 2400% в долларах. В надвигающийся кризис золото – это самая лучшая инвестиция. И, кстати, оно оценивается в долларах, так что вы себя сможете застраховать от ослабления рубля. Если вы хотите увеличить вероятность и скорость дохода, зайти так, чтобы не было долгой коррекции, а сразу рост, то напишите мне в комментариях «Хочу точки входа» и поставьте лайк этому видео, и я вам пришлю их. Берегите себя и близких, готовьте свое светлое будущее уже сейчас и помните, образование золота – лучший инструмент инвестирования на протяжении 5000 лет.